На лед для разминки приглашаются участники первой группы. Арина Парсегова, Матвей Богданов, Москва. Юлия Филимонова, Илья Пыльнев, Краснодарский край. Кира Доможирова, Илья Вигера, Пермский край. Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Продолжаются соревнования на первенстве России среди юниоров 2026 года. И это парное катание. Короткая программа включает в себя 12 участников, которые сегодня будут в 3 группах демонстрировать свои короткие программы. И будет интересно прямо с самого начала, потому что одна из ключевых интриг этого турнира, как вот можно выдержать одновременно и выступление в одиночном катании, и в парном. Все только об этом и говорят, только и за Ариночку Парсегову переживают. Но на самом деле, конечно, это не главная интрига турнира, а главный расскажет Максим Раньков. Двукратный олимпийский чемпион, который сегодня вместе со мной, с Василием Соловьевым, будет вам рассказывать об этих соревнованиях. Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания. Знаю, что сегодня очень напряженный для вас день, потому что и первенство России сегодня целый день идет на Первом канале, и наши одиночники и одиночницы уже разобрались, кто же из них чемпион, кто же из них серебряный призер, а кто бронзовый. Еще и началась Олимпиада, уже командник. Я сегодня весь обложился гаджетами и целый день смотрел фигурное катание, поэтому даже не знаю, как меня хватит еще на час. Хорошо, что это парное катание, мое родное и любимое, поэтому в нем я хоть что-то понимаю и постараюсь, чтобы и вы познакомились поближе с этим замечательным спортом, не только фигурным катанием, но и дисциплиной парное катание. Парное катание прекрасно совершенно. Вот на ваших экранах сейчас была тренерская группа Филиппа Тарасова. Если в прошлом году на первенстве юниорском у этой команды было 3 пары, то сейчас целых 6 пар. Это половина состава. Так что контент у Прыжковой и у Хрустального довольно крепок. Будет интересно за всем этим понаблюдать. И кто же у нас сегодня в первой группе на разминке? Как я уже говорил, первыми будут выступать Арина Парсегова, Матвей Богданов. Только-только Матвей исполнилось 18 лет. 28 января у него был день рождения. Ну а Арина одна из самых молодых участниц. 13 лет ей. Катаются они как раз в группе Филиппа Тарасова. И будут открывать эти соревнования. Вслед за ними выступят Юлия Филимонова, Илья Пыльнев, ученики олимпийского чемпиона Федора Климова, которые тренируются в Сочи вместе с этой тренерской группой. Затем Кира Доможирова и Илья Вигера, спортсмены, которые уже в 3-й раз на первенстве юниорском будут выступать. В прошлом году, к сожалению, были всего лишь 10-ми, хотя довольно-таки неплохо выступили в произвольной программе, но нужно лучше. В этом сезоне у них 2 приза. В Магнитогорске 2-е место, в Казани 1-е. И вот они сражаются здесь за призы первенства России. Ну и в завершении группы, а группа состоит всего лишь из 4 пар, Таисия Гусева и Даниил Овчинников. Ей 13, ему 18. Еще одни ученики Филиппа Александровича, а также Дмитрия Замнина, Георгия Пахалюка. И тоже 2 призовых места в Казани и в Омске. Они сначала были серебряными призерами, затем победителями. Что примечательно, что на одном турнире они в короткой лидировали, что на другом, что в произвольной оба раза проиграли почему-то. Но вот, тем не менее, такие результаты. Четверной
подкрут они исполняют, в том числе в Казани у них он был. То есть здесь есть пары, которые выполняют сложные четырехоборотистые элементы. Конечно, к короткой программе это не имеет никакого отношения, но мы просто помним, что эти ребята это делать умеют. Ну и, конечно же, что было связано с Таисией Гусевой и Даниилом Овчинниковым в этом сезоне, это самый главный, как его назвать, разбирательство, спор, скандал. Что это? С локтем. Это... С поддержкой. Недоразумение. Это частность такая. Будем смотреть. Дискурсы. Диску. Хорошее слово. Ты прям ты становишься таким дипломатом, умеющим подбирать слова для любой сложной ситуации в фигурном катании. Красавчик. Внимание, пары. До конца разминки осталась 1 минута. Ну, осталась 1 минута, и, наверное, нужно еще сказать, какие элементы мы должны увидеть в короткой программе. Прежде всего, это подкрутка, наверное, самый эффектный элемент. Это когда партнер кидает в воздух партнершу и старается, чтобы она достала свода ледовой арены. После этого еще и ловит ее. Конечно же, это выброс, параллельный прыжок, двойной аксель обязательный, поддержка на вытянутых руках. Отличительная черта нас от танцев. Одна из. Это дорожка шагов, тодос и, конечно же, параллельное вращение. Вот эти 7 элементов и должны представить пары в своей короткой программе, не забывая при этом о создании неповторимого образа на льду. Хочется отметить, что у каждого этого элемента есть свои какие-то нюансы, в том числе, как вот у подкрутки, там такие черты сложности, которые делают ее того или иного уровня, которые видит только технические специалисты и Максим Троньков. Больше никто не видит из тех людей, которые к нам имеют здесь отношение. Ну, потому что, понятно, тренеры, понятно, спортсмены, но вот вы сможете доверять только оценкам и Максиму. Потому что Эмпирическому взгляду Максима Тронькова. Да. Еще одно слово тебе в словарь. Спасибо большое. Ну, правда, вот я очень тщательно занимаюсь отсмотром и подкруток, и поддержек. И вот как настоящий фигурист видит, где там была разножка, где и не случилось, где какой заход, это ни с чем не сравнить. А на льду Арина Парсегова и Матвей Богданов. Что ж, сегодня утром она катала произвольную программу в одиночном катании. А сейчас короткая программа Boney M, Daddy Cool и Gotta Go Home в исполнении этих московских спортсменов. I'm
Ну что ж, с почином. Здорово Арина открыли эти Парсегова, соревнования. Арина Матвей Парсегова, Богданов. Матвей Богданов. Все сделано, ну, почти все чистенько, аккуратненько. Здорово сделано, здорово. Ну, хорошо. И очень бодрое начало турнира спортивных пар. Я понимаю, что тебе уже после 6 часов Не угодишь, да? юниоров-одиночников все сложнее и сложнее следить за тем, что происходит на льду, потому что эмоции действительно переполняют. Но ребята действительно молодцы, и мы видим, что поздравляет их и тренерский штаб, и Дима Забнин, и Филипп Тарасов, и Максим Болотин, хореограф этой группы. Все довольны. И я думаю, что Арина Парсегова прежде всего довольна, потому что короткая программа в парах у нее удалась куда лучше, чем ее выступление вчера в соревнованиях девушек-одиночниц. Мне вообще кажется, что вот ей парное катание как-то больше удовольствия доставляет. Оно драйвовое такое в ее представлении. Вообще пара очень получилась, скажем так, приятная глазу, что ли, прежде всего, потому что очень подходят друг другу ребята. Они как брат с сестрой, они как-то даже похожи, оба такие светленькие, худенькие. Хорошее очень сочетание у партнеров. Если еще технику подтянуть на тот уровень, который в этой группе куда-то превознесен до высот кафедрального собора где-нибудь в Европе, то вообще этой паре будет не так сложно добиваться высоких результатов. Поэтому я ребятам просто желаю развития, как можно скорее получать уровни все четвертые, а не вторые или третьи, как, например, у них на Тодосе или на подкрутке в этой программе, а уже четвертые, и тогда можно навязать борьбу признанным лидером. 60 баллов, почти 61 балл, в принципе, неплохо для первого стартового номера. Я думаю, что и ребята довольны своим прокатом. Поздравляем. Короткую программу льду представляют Юлия Филимонова, Юлия Илья Филимонова Пыльнев, Краснодарский и край. Илья Пыльнев. Представляют они Краснодарский край. Потому что тренируются в школе у Федора Климова, Ксении Ахантьевой. И находится она в Сочи. Катаются они под музыку Standards Лесли Одом. Красивая программа, стильная. When it was crumbs, scraps, pennies, cracks, everything was fine. You treat me like a loaded gun when I ask for what is mine. Always try to dim my light, no matter how bright I shine. I've got my standards, and I'm never letting die. When I called for help, you didn't pick up your phone. You saw my kingly potential, so you cut me from my throne. The truth is I'm demonized, standing my own ground. So you push me to the deep end, hoping I drown. But I've got my baby, baby, I'll be there. Anybody who just do that I don't need you. Treat me so unfair. Don't I deserve my God-given share? Whether I've got a dime or I'm a billionaire, these are my standards. I get you free.
Юлия Филимонова, Илья Пыльнев. Так вот только я начал радоваться за эту прекрасную стильную пару. Еще в таком классном взаимодействии хореографическом они начали эту программу. И все очень было чисто до Юлия двойного Филимонова, акселя. Илья Какой Пыльнев. странный сюрприз. Да, я Двойной думаю, аксель. Юля сама себе сейчас не может объяснить, как это произошло. Довольно опытная пара. Уже не первый год они выступают на соревнованиях любого уровня. И вообще сильный дуэт. Конечно, расстроена и партнерша. Я думаю, что всем сейчас непросто. Короткая программа, где важно как можно чище выступать, как можно чище кататься, но сегодня, к сожалению, ошибка еще и самая, которая может быть только в фигурном катании грубая, это падение после не самого сложного прыжка. Такая красивая пара, так вот прям очень идет им эта программа, в ней есть такой ритм классный. Да, Ксения Хантьева с ними здесь, в Саранске на соревнованиях. Федор Климов в Милане выводит свои пары совсем скоро уже на соревновательный лед, а его же ученики в Саранске, к сожалению, не порадовали сегодня своих болельщиков и свой тренерский штаб. Вот здесь выглядит Да, то, что... немножко не дотолкнулось, как будто бы пришлось так уже докручивать в самом конце, и не хватило немножко запаса этого прыжка для того, чтобы выехать. Он еще довольно-таки в большом расстоянии делался, этот прыжок. На этом повторе не было, это заметно. Как-то как будто какое-то волнение, немножко, разлад. может быть, просто, да, не попала в толчок Юля, и поэтому и расстояние увеличилось. Ну, не знаю, мне сложно объяснить. Двойной аксель — это, конечно, не тот прыжок, из-за которого стоит волноваться. Тем более такой опытной паре. Ну и дальше, естественно, тоже уже без... Старались где-то хореографией дотянуть, мастеровитостью, но тоже уровни теряли, и дорожка Юлия так Филимонова, Илья шатко была Пыльнев параллельная за часть короткую выполнена. программу набирают 56,8 И проигрывают они, баллов. конечно, На данный момент Парсегу и Юлия и Илья Богданову. занимают Да, второе 4,5 балла место. уступает краснодарская пара московской прямо на самом старте этого турнира. Соревнования в короткой программе продолжают Кира Доможирова, Кира Доможирова и Илья Илья Пермский край. Вигера. Ученики Павла Слюсаренко здесь будут показывать свою оригинальную короткую программу «Механизмс». Такие они с выдумкой, с какими-то интересными находками. Да вот даже прям с самого начала, с самой первой позы.
Прямо нерв витает на этих соревнованиях. Как-то, я думал, в парном катании сейчас полегче у нас будет старт, но ничего подобного. Короткая программа и сразу сплошные слезы, расстройства и боль. Радость Парсегова и Илья Богданова, Вегера. которые чисто откатали первыми свою программу, а Кстати. дальше началась какая-то непонятная ситуация, потому что именно вот эта пара, Кира Доможирова и Илья Вегера, они, наверное, одни из главных претендентов на победу здесь. И очень им благоволят судьи, любят их программы. На Кубке Первого канала юниорском ребята выиграли все дуэты, принимавшие там участие. И, конечно же, как будто бы сильное какое-то волнение у Киры было сегодня, потому что я с самого начала увидел, как трясутся где-то ножки, потому что с подкрутки приземление уже было таким опасным, практически перевернуло назад партнершу. Давайте вот посмотрим. Подкрутка 3-го уровня. Вот ловит партнер, ставит, видите, раз чуть-чуть назад повело Киру. Тем не менее, все равно хорошо отплюсовали судьи. Но вот это коронные элементы пермской школы, это выбросы. И, конечно, тут Кира сама не поняла, что случилось. Я волновался за двойной аксель, но, тем не менее, ребята его сделали. Хоть и не совсем параллельно. Видели мы, что отрыв и приземление были выполнены не одновременно. Но на юниорском возрасте это, в принципе, скажем так, допустимо. Нежелательно, но допустимо. Конечно, лучше прыгать одновременно, учиться с самого детства. А Тодос 4-го уровня, это первый Тодос 4-го уровня за сегодня. Из 3 пар, что выступили, конечно, параллельное вращение тоже было выполнено практически параллельно. Да, кроме вот этого злосчастного выброса, все остальное было неплохо. Неплохо. Но за счет хороших уровней в элементах ребята все равно должны Кира неплохо Доможирова, получить. Илья Вегера за короткую программу. Ну что ж, набирают за компоненты 60,58 получают они оценку балла. больше на 2 с данный лишним момент балла, Кира чем и Илья Парсегова и занимают Богданов, но второе по технике место. тут же теряют почти 2 балла. И таким образом оказываются на 2-м месте с очень небольшим отставанием в 0,2, чуть Выступление меньше, чем в первой группы 0,2. завершают И Таисия Гусева завершает и выступление в Даниил этой Овчинников, группе Москва. Таисия Гусева и Даниил Овчинников. Катаются они под музыку японского композитора Шигеру Умебаяши. Тема и саундтрек к фильму «Колдун».
Можно выдохнуть. Таисия Гусева, Даниил Овчинников. Тоже чувствовалось, в каком напряжении они находятся, но несколько раз с Таисия благодарностью Гусева, Даниил ахнули мы, Овчинников. наблюдая за их короткой программой. Разве не замечательно? Да, здорово, прям виден стиль для дебютантов. Видел я напряжение, которое Даня испытывал. Прям даже переживать за него начал я в начале, потому что как будто бы немножко так волновался он. И в полном контроле всю программу держал. То есть не допускал себе каких-то эмоциональных всплесков, чего мне, может быть, не хватило где-то от него. Но зато эту функцию полностью на себя взяла Тася. Молодец, она вообще все больше и больше влюбляет в себя не только меня, комментатора, но и огромная уже армия болельщиков этой пары. Мы видим уже и баннеры на трибунах привезли с собой болельщики этой пары. В таком юном возрасте уже такое внимание. Здорово. Посмотрите, как Аксель хорошо бы выполнил. Подкрутка высоченная была до этого. Выброс держала. Молодец. На одну ногу. Длинный выезд. Особо хочу сказать спасибо ребятам за длинный выезд из подкрута. Прям постарались, порадовали старика. Сделали, как я люблю. Как я прошу на тренировках. Не только на тренировках, но и в эфире. Да, я давно, ребят, не видел, давно не был на катке. Очень насыщенный график. Никак мне не получалось появиться, посмотреть, что же там в Центре фигурного катания Терри Тутберидзе происходит с ребятами-юниорами. Соскучился по всем. И, конечно же, очень рад за это выступление, что уже вот вторая пара тренерского штаба Филиппа Тарасова так здорово выступает. Опять же, Дмитрий Забнин, Максим Болотин. Все счастливы, все машут, все передают привет. Ребята молодцы. Надо на Тодосом работать. Нужен Тодос 4-го уровня. Зачем терять такие нужные баллы на таком, казалось бы, не самом сложном элементе? Я думаю, сумма баллов должна быть очень хорошей, потому что, ну, очень достойный прокат. Прямо достойный Таисия тройки Гусева, Даниил точно. Овчинников за Круто короткую было. программу набирают 60. И у них и по компонентам, и по технике, На конечно данный же, момент оценка Таисия выше. И на Даниил 7 баллов они занимает опережают первое Арину место. Фарсегову и Матвея Богданова. И на данный момент лидирует катание в первой группе. На лед для Окончено, разминки а на льду приглашаются участники разминка второй номер группы. 2. Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Москва. Ольга Сабада, Павел Астахов, Москва. Анастасия Высоцкая, Петр Алексеенко, Москва. Зоя Ковязина, Артемий Мохов, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Вторая группа на льду. Первенство России среди юниоров продолжается. И эта короткая программа в парном катании. После выступления первой группы лидируют Таисия Гусева и Даниил Овчинников. Блестяще это было катание, несмотря на то, что присутствует в Саранске такая атмосфера нерва. То есть для этих молодых юниоров очень важны эти соревнования, центральный турнир сезона. И, конечно же, они очень сильно стараются. Ну, стараться мало, должно все получиться. И вот у некоторых получается. А на ваших экранах чемпионы первенства России 2025 года Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Тогда они выиграли эти соревнования, причем на 4-м месте тогда были после короткой программы, но выстрелили в произвольной и победили. Также в этом году в Красноярске у них первое место, в Москве первое место на этапах Гран-при. С четверным подкрутом в прошлом году выиграли они юниорский финал Гран-при. В общем, сплошные Да, они победы. лидерами были всего сезона, все старты выиграли. И, кстати, нигде не были по короткой первыми. То есть короткая программа — это не их сильная сторона была в прошлом сезоне. Они там часто уступали кому-то, а потом поднимались уже в произвольной. Продолжается. Самое главное, что поднимались. Ольга Сабада, Павел Астахов. Еще одна пара Филиппа Тарасова. Спортсмены, которые тоже выступали уже на первенстве неоднократно, но сначала 2 года назад Павел Астахов выступал еще с Варварой Медведевой, ну а в прошлом году уже с Ольгой. 9-е место они заняли. В этом году 2 приза у них в Москве и в Красноярске. Хорошо катались.
Вслед за ними будут выступать Анастасия Высоцкая и Петр Алексеенко. Это ученики Сергея Рослякова, Беттины Поповой и Андрея Максимова. И они здесь тоже дебютанты. Единственный приз у них на Гран-при был — это бронзовая медаль в Москве на первом этапе. Ну и 2 серебра на чемпионате первенства Москвы. С апреля 25 года они вместе. Пара довольно-таки свежая в плане взаимодействия. Оно еще только скрепляется. Ну а в завершении этой группы Зоя Ковязина и Артемий Мохов. Снова Филипп Тарасов, Дмитрий Завнин. И это бронзовый призер первенства России прошлого года. В этом году выиграли 2 этапа в Москве и в Магнитогорске. В общем, такая жеребьевка довольно-таки ровная у нас на этом турнире, но по возрастающей. А у этой пары как раз зеркальное Шешелю и Карнаухову положение. Они, наоборот, короткие программы выигрывают, а вот в произвольной могут иногда понизить, скажем так, свое место. Но очень тоже хорошая пара, интересная, добротная, выигрывающая этапы серии Гран-при России среди юниоров. Эту пару тоже очень любят не только судьи, но и такое и критики, и зрители. Поэтому Ковязин и Мохов, за ними тоже нужно наблюдать. Здесь вообще, в принципе, в этой разминке все пары довольно интересные. И Сергей Рослякова пара тоже стоит внимания, на ней заострить. Анастасия Высоцкая и Петр Алексеенко. Они нам очень понравились, поразили нас прямо на своем первом этапе Гран-при в Москве. И последний этап проходил тоже в Москве. Вот между этими 2 этапами такая колоссальная произошла разница, что там они боролись за первое место и остановились на бронзе, а на последнем своем этапе, по-моему, чуть ли не последнее место заняли, то есть совсем не получилось у них там выступить. То есть тоже это не в пользу стабильности этой пары говорят результаты, но к первенству России обычно все подходят во всеоружии. Видели мы немножко уже провальные прокаты сегодня в короткой программе, потому что любая ошибка здесь стоит очень и очень дорого. То есть, возвращаясь к выступлению Домажирова и Вигеры, да, то есть ребятам пророчили первое место здесь, потому что обыграли они и Шешелеву Карнаухова, и Ковязину Мохова, ну, всех претендентов, скажем так, всех основных конкурентов на Кубку Первого канала среди юниоров. Причем обыграли уверенно. А здесь уже 7 баллов уступают дебютантам, которые блестяще читали свою короткую программу, Гусеву с Овчинниковым. И, конечно, уже интрига есть, и уже даже такая мини-сенсация произошла, хотя всего одна разминка выступила. 1 минута. Ну, еще пара, которая здесь выступает, чемпионская, Полина Шешелева и Егор Карнаухов, очень классно выступила на Кубке Первого канала, где мы не могли не отметить исполненный каскад из 3 тройных прыжков. Единственное, что там был, по-моему, маленький недокрут, и поэтому... Там поставили attention на ребро. это ребро поставили, да. И очень строго, флипе, да? Да, их очень строго отсудили. Не знаю даже... Может быть, и нужно было немножко так ребят приспустить на землю, потому что уж все они выигрывали подряд, любые турниры, за которые брались, и как-то там их судьи так немножко жестко, как мне показалось, отсудили, вообще не смотрели на то, что ребята какие-то уникальные элементы делают. То есть просто поставили, все по максимуму поснимали и ничего не простили. И хорошо, чисто выполняющие вот эти все уровни, набирающие Домажирова и Вигера, смогли их обыграть с набором, с таким детским, то есть двойным акселем, нет, с тройным, с альховым, хотя у ребят были флип-лутс, и с тройным тулупом, то есть с набором, которые прыгали еще поколения и поколения до. Сейчас уже юниоры, конечно, сложнее делают элементы. Да, ситуации порой путанные вот, с тем, что оценивать, что оценивать как достижение, а за что немножечко журить. Но каждый для себя делает выводы сам. Полина Шешелева и Егор Карнаухов сейчас готовятся к исполнению короткой программы под хиты Депеш Мод в исполнении французского дуэта «Nuit».
очень четко. Да, ожидаемо, ребята, для меня, по крайней мере, откатали свою короткую программу, потому что, ну, действительно, уже Полина уверенные в Шешелева, себе, Егор состоявшаяся пара, надежные, друг другу тоже очень подходят, не самые габаритные спортсмены, но, тем не менее, есть у них свой шарм, самое главное, есть невероятная техническая подготовка. Вообще, пока из 3 выступивших пар тренерского штаба Филиппа Тарасова и Дмитрия Зубнина 3 пары откатали просто блестяще на максимуме своих возможностей. Осталось еще 3. Сколько же? 6 пар. 6, Ничего да. себе. Половина состава. Половина состава из одного тренерского штаба. Вот так вот покоряют юниорскую сборную. Умеют подходить к соревнованиям вовремя, да? По состоянию. Ну, пока да. То есть вот эти 50% команды выступили, и эти 50% выступили на 100%. То есть это очень и очень интересно. Классный подкрут, 4-й уровень. Я это сразу же сказал, и сразу же он загорелся на экранах. Аксель близко друг к другу, одновременно. Молодцы, параллельно. Немножко мне показалось, там Егору неудобно было, но пусть это мне только покажется. Выброс не самый амплитудный, но здорово, четко выполненный на одну ногу. Тоже с хорошими плюсами от судей. Шикарная поддержка 4-го уровня. Все черты сложности выполнены. И вот Тодос, возникли вопросы у судей, они поставили уровень 3. Я, честно говоря, насчитал, не знаю, может быть, отвлекся я на повторно, посмотреть еще повнимательнее. Может быть, зря я грешу на тех бригад. Да на повторе только кусочек все равно виден. Все Где-то просчитался. Но вращение тоже финальное было так довольно параллельно. Полина Сдержанно Шешелева, Полина. Егор Карнаухов. А когда За ты короткую говоришь, что программу не самые набирают габаритные, имеется в виду, что пока рост 69,67 партнеры не балла. такой Да, большой. они невысокие, потому что привыкли мы смотреть данный парников, момент таких Полина и Егор двухметровых занимают мужиков. первое А место. Егор, он такой метр, может, 75, может быть, метр чуть больше, чем метр 75. Но он, вот, посмотрите, какой Паша. Короткую программу представляет Астахов. Ольга Сабада, Павел На 2 балла Астахов. опередили Москва. Шешелева и Высоченный Карнаухов, Гусеву и Овчинникова. А на льду Ольга Сабада и Павел Астахов. Да, Астахов высок, хорош и, как статен. ты говоришь, габаритен. Да, удачи ребятам, потому что после такой суммы своих товарищей по команде выступают почти 70 баллов, набирают Шешелев, Карнаухов. Это очень много для юниоров. Симфоническая версия песни «Черная луна» группы Агата Кристи.
Еще одно блестящее выступление в исполнении Ольги Сабада и Павла Астахова. Прекрасные Ольга Сабада ребята. и Павел Астахов. Да, ребята действительно прекрасные. Классная программа, нетривиальный выбор музыки. Очень интересный. Нашли они вот эту обработку Агаты Кристи. Очень хотели под нее кататься. И здорово катаются. В середине программы немножко начал я переживать, потому что прям шатать начало Павла на заходе на двойной аксель. И двойной аксель такой тоже был не самый плюсовой. То есть его там не сильно судьи оценили высоко. Боролся на этом элементе. Любит он, конечно, черную кошку в темной комнате поискать. И проблемы там, где их не должно быть. Но, тем не менее, хорошо, что справились. И в целом Тодос 4-го уровня... Первый, по-моему, за сегодня. А, нет, еще Вигера, Домажировой Вигера сделали. Но, тем не менее, вот что касается подкрутки, это 4-й уровень. Что касается Тодоса, 4-й. Что касается поддержки, 4-й. То есть вот этим ребята хорошо должны набирать за технику. Выброс флип уверенно выполнен. Поддержка вот это тоже 4-го уровня оценена, как я уже сказал. Ну, то есть в целом, кроме дорожки шагов и почему-то... Параллельно увидите, какой аксель, да, то есть прям соси ушел в воздухе, но тем не менее поборолся. Хорошо, что там еще Оля на выезде подстроилась, так под него быстро пошла в переход и прикрыли друг друга, скажем так, эту ошибку, ребят. Это уже мастерство. И вот Тодос, тот самый 4-го уровня, тут все обороты были выполнены. Это первый оборот. И второй, там же был и третий. Ну и вот вращение, которое что-то судьям не понравилось, какую-то они не засчитали здесь позицию или черту сложности, и только 3-го уровня. Ольга Сабада и Павел Астахов за короткую программу набирают. Таким образом, они набирают на 1,5 балла меньше, чем Полина Шешлева или Егор Карнаухов. Причем по компонентам обошли они ребят на полбалла, а по элементам уступили 2. Ну вот из-за этих 2 штучек, которые ты сказал, во вращении, в дорожке, не хватило немножко оценок за уровни. А на льду Анастасия Высоцкая и Петр Алексеенко, ученики Сергея Рослякова. Под индийскую танцевальную музыку делают они свою короткую программу. Это обещает быть зажигательно.
Анастасия Высоцкая, Петр Алексеенко. Меньше года эти спортсмены вместе катаются. Ну и пока еще не достигли такого уровня Анастасия и технического, Высоцкая и и Петр Алексеенко. какого-то единения. Потеряли практически на каждом элементе. Вот по чуть-чуть. Здесь второй уровень, здесь второй уровень. Да, здесь я, первый. честно говоря, смотрел сейчас за этой программой и отмечал для себя какие-то интересные находки. Вовлеченность спортсменов в хореографическую часть — это все из плюсов. Да, это Много правда. было каких-то интересных. Прям со стартовой позы начали, и в конце перед вращением такой интересный вход был перед параллельным. Но столько грязи я давно не видел в коротких программах. То есть прям на каждом элементе, на каждом. То есть подкрутка не то чтобы шикарная, только на уровень, наверное, первый, второй. Вот посмотрите, как интересно. В позиции партнер и партнерша проезжают в такую арку, сделанную партнером. Вот подкрутка без шпагата, то есть шаги, ну, скажем так, для юниоров окей, но в целом, конечно, не самый лучший элемент. Выброс, касание льда рукой, опять грязь. И так в каждом элементе, ну, вот аксель был более-менее неплохо, даже здорово сделан. Танцевально. Да, одновременно с хореографией на выезде, ну, аксель хорошо. Поддержка, я вообще начал считать уровни сложности, там какая-то ерунда произошла, даже сложного спуска с поддержкой не было. Ну, уровень второй я поставлю, наверное, тех бригады также поставят. В поддержке вообще редкость, да, такие ошибки? Дорожка просто практически без шагов, как будто ребята просто макетом ее проехали. Уровень 1, ну и в вращении даже тоже потеряли уровень. Очень много потерь, очень много вот именно вот такой вот, как мы это называем в парном катании, грязи в элементах, грязи в катании. К сожалению, пара-то классная и очень интересная с точки зрения хореографии. И так артистично катались, и Петя вообще там лицом отыгрывал, подмигивал, разнообразную мимику использовал на протяжении всей программы. Анастасия ему подстать. Тоже старательно катала программу. Хочется немножко дуэта между ними еще, чтобы еще вместе взаимодействовали, если они идут путем хореографии, конечно. Но без техники очень сложно высоко подняться. Я думаю, что... Анастасия Высоцкая, Петр Алексеенко за короткую Не хочется программу как-то набирают 57,57. ругать ребят. Да чего ругать? Ну, просто их впереди оценки, много работы. их оценки, они говорят сами за себя. Место. адекватны. Так и есть. И они на предпоследнем месте, 6-я позиция. Выступление второй На группы льду завершают Зоя Ковязина и Артемий Мохов Москва. будут завершать своим выступлением группу номер 2. Еще одни ученики Филиппа Тарасова и Дмитрия Забнина. Их «Мелодии земли» Екатерины Шелиховой уже вкатанная давно программа. Na
Да, многого мы видали на турнирах, но, не знаю, либо никогда, либо давненько не Зоя видели, чтобы Ковязина, вот, с Артемий таким Мохов. пропуском элемента. Я рот выступали. открыл просто, сижу и не знаю, что говорить, потому что, выходили ребята выигрывать короткую программу, как мне кажется, потому что программа второй год, программа любимая для... Специально ее и оставили на второй год, потому что она очень нравилась критикам и судьям. И на разминке подкрут показывали, тоже там на ловле какая-то была ошибка. А теперь ребята просто не попали в темп, или я не знаю, что это такая колоссальная потеря баллов. Это порядка 8 баллов ребята потеряют точно. Давайте посмотрим в замедленном повторе. Что-то, может, станет яснее. Чуть-чуть рано ногами вскочил, что тут говорить. Просто, одинарный, доделай, хоть какой-то там 0 с чем-то получше. Я делал с Татьяной Волсажар бабочку на Гран-при Франции на подкруте в произвольной программе. Хотя бы одинарный. То есть ты хотя бы ее поверни, партнершу, там, что-нибудь получше. То есть он, партнер, получается, балл, два, там. побоялся выбросить партнершу или что? Подкрут — это очень темповой элемент. Это нужно попадать в темп. То есть это нужно хорошо попасть, и тогда все складывается. Ребята тут совсем не попали, чуть-чуть, скажем так, рановато вскочил, мне кажется, по ногам. То, что я увидел на этом повторе быстро, что Артем немножко раньше вскочил, чем бросила ноги в шпагат Зоя, и не смогли они соединить, скажем так, свои усилия. И дальше программу, в принципе, здорово катали, но без элемента, конечно, это сейчас там, я не знаю, 60-ка не будет, наверное, баллов. Зоя То есть это не Ковязина, падение, Артемий не Мохов грубая за ошибка, но это короткую просто программу без набирают оценки элемент. Минус 1 элемент. Вот добавьте сюда баллов. 8-9 баллов, На и данный будут момент те самые Зоя и Артемий занимают Да, шестое среди место. лидеров. баллов 10 потеряют. Плюс еще компонент. Объявляется технический Это перерыв правда. для подготовки льда. И это После самое небольшого большое перерыва мы продолжим наш разочарование и Да, сюрприз пока. пока с начала соревнований в Дамажирова парах. Вигера и Ковязина Мохов. Это пока что две такие сенсации. Впереди заливка Нехорошие. льда, и мы вернемся для того, чтобы посмотреть третью группу участников. Пермский край. Полина Сажина, Алексей Белкин, Москва. Амелия Шейхметова, Мартин Бреславский, Москва. София Диана Казинс, Александра Бригей, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. В завершении второго дня первенства России среди юниоров 2026 года короткая программа в парном катании. И вот она, финальная группа участников. Еще 4 пары, которые должны будут расставить итоговые расклады после короткой программы, потому что все максимально запутано. Никто не предполагал, что Кира Дамажирова, Илья Вигера или тем более Зоя Ковязина и Артемий Мохов окажутся на 5-м и на 6-м местах еще до того, как финальная группа выйдет на лед. Что сегодня происходит? Это нервы, это соревнования, это ответственный Это клубок старт. противоречий, а не короткая программа у спортивных пар. По-другому это я и назвать не могу. Все смешалось. Тоже Всё верно. закрутилось, и сидел я и считал, как же выбираться из той ямы, в которую на самое дно укатились две такие яркие пары. Непонятно даже мне, с моим опытом. Тренерский штаб Павла Слюсаренко 8 лет подряд увозит хотя бы одну медаль с первенства юниорского. Чрезвычайно мощная работа ведется в этой пермской группе. И Виктория Двинина и Виктор Потапов, которые будут открывать катание в третьей группе участников, конечно же,
еще одни интересные спортсмены из Перми. К сожалению, в прошлом году были на первенстве всего лишь 11-ми, хотя Виктор Потапов, опытный партнер, был призером этих соревнований с Владой Селивановой 2 года назад это происходило. Ну, а вслед за ними будут кататься Полина Сажина и Алексей Белкин. Снова на ваших экранах группа Филиппа Тарасова. Катался Алексей Белкин раньше с Валерией Хадыкиной. 4-е место заняли они 2 года назад на первенстве России, а здесь вместе с Полиной Сажиной дебютируют. Было у них 2 призовых места в Красноярске и в Москве. Серебро они получили, победители первенства Москвы. Ну и, конечно же, тоже очень техничная пара. В произвольной, надеюсь, мы увидим в их исполнении мощный каскад. Ну, в общем, подождем произвольно. А сейчас давайте с короткой разберемся, да? Амелия Шейхметова, Мартин Бреславский. Ученики Сергея Рослякова, дебютанты. Единственный приз на Гран-при, 3-е место в Омске. И 4-я пара, такое открытие прошлого сезона, София Диана Касинц и Александр Бригей. Я имею в виду открытие, это когда они 4-е место заняли в своем дебютном же, да, сезоне с юниорском на первенстве России. И даже 3-ми были после короткой программы, но вот 4-е место в этом году в Магнитогорске и в Казани 2 бронзовые медали. Также у них была еще в прошлом году бронза на юниорском гран-при. В общем, ждем тоже мощного завершения этих соревнований. Последними они будут выступать ученики Александра Викторовича Смирнова на ваших экранах. Да, тоже очень интересная разминка, и пары здесь классные, и тренерские штабы все разные. Это первая разминка, где все пары абсолютно у разных тренеров тренируются, потому что, ну, действительно, 6 пар у одного тренерского штаба, 2 у другого, еще 2 у третьего. Александр Смирнов, наш 2-кратный чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, в паре с Юкой Кавагути, ученик Тамары Николаевны Москвиной. Вот он на наших экранах. Мой боевой товарищ. Когда-то мы вместе много соревнований прошли, жили в одной комнате в общежитии. Приятно всегда видеть, каким тренером, каким могучим тренером стал Саша Смирнов. Большущий ему привет и удачи сегодня в короткой программе. Как и удачи его паре, который тоже на наших экранах. Внимание, пары. До конца разминки осталось 1 Дочка минута. олимпийской чемпионки Елены Бережной, Диана Касинц. И ее партнер Александр Бригей. Тоже очень яркий дуэт, очень яркая короткая программа, современная, как мне кажется, очень юниорам подходящая. И костюмы такие с граффити тоже, молодежные, стильные. Все-таки юниоры должны быть юниорами. Ну, допустим, конечно. Выделяются этими костюмами они на фоне общем. Ну, всегда нужно какие-то маркеры такие аккуратненько расставлять. Дополнительный плюс к технической базе, плюс к хорошо выбранным элементам. У каждого должна быть какая-то фишечка, чтобы потом об этом вспоминать. Сейчас же еще век информационных технологий, все же в сплошном визуале, все очень быстро считывают. Но кто будет в интернете Разминка 4 закончена. минуты Просьба смотреть покинуть вместе лед. с оценками катания? Никто. А быстренько один элемент посмотрит, а желательно Те, нарезочку. кто пишут тебе комментарии, Василий. Этих людей меньше по статистике, чем широкая аудитория. А широкая аудитория хочет быстро все. И вот благодаря таким вот фишечкам некоторые люди и выделяются. Выступление Хотя третьей для группы открывают Виктория основательной Двинина и Виктор Потапов. жизни Пермский в край. фигурном катании, конечно же, нужна база, и нужно быть чем-то значимым для судей и для настоящих ценителей. Первыми будут кататься Виктория Двинина, Виктор Потапов под композицию «Странные птички».
little ghost, you're listening. Unlike most, you don't miss a thing. You see the truth. I walk the halls invisibly. I climb the walls, no one sees me. No one but you. You've always loved the strange birds. Now I want to fly into your world. I want to be heard. My wounded wings still beating. You've always loved the stranger inside me, ugly pretty. Oh, little ghost, you see the pain, but together we can make something beautiful. So take my hand and perfectly we fill the gaps. You and me made three. I was meant for you and you for me. You've always loved the strange birds. Now I want to fly into your world. I want to be heard. My wounded wings still beating. You've always loved the stranger inside me, ugly pretty. You've always loved the strange birds. I want to fly into your world. I want to be heard. My wounded wings still beating. You've always loved the stranger inside me, ugly pretty. Виктория Двинина, Виктор Потапов. Виктория. Но не победно сегодня. Я не знаю, что с выступили. пермской школой Не знаю и я. случилось, потому что Что-то шок. их фирма, как это говорится у нас в фигурном катании, их фирменные элементы — это выбросы. Виктория Это Двинина выбросы и тройные. Виктор Там Потапов. ребята это делают с закрытыми глазами в любое время дня и ночи. Ну вот глаза на И мокром здесь месте две у пары, спортсменки. и обе без выброса сегодня. Очень-очень жаль. Как ты уже упоминал во время разминки, что на протяжении 8 лет медали увозят Да, с первенства в Пермь. России в Пермь спортсмены, но как будто бы в этом году, боюсь загадывать, но пока что все идет к тому, что прервется эта невероятная серия, потому что, ну, скромные будут баллы и у этой пары тоже. И Павла нет для того, чтобы сейчас поговорить по душам со спортсменами. Он находится на Олимпийских играх. Сегодня уже Паша Уже поработал, стартовал, да, но да. дело не в Павле здесь. Ну, конечно, это нет. тренерский штаб, который работает, он очень мощный. Мы видим здесь и Сергея Плишкина, хореографа этой группы, и Егора Закроева, который не просто правая рука Павла Сусаренко, а полноправный член этой команды, коллега, в прошлом ученик Павла Сусаренко, а теперь его коллега. То есть они вдвоем работают, тем более юниоры, это вотчина как раз Тудвасева и Закроева. Павел, наверное, больше сосредоточен на взрослых своих спортсменах, и на Чекмарева-Янченко, и на Осокиной Грицаенко, и, конечно же, на Юлии с Лешей
Да вот Поэтому много много. пар, они идут вперед, развиваются, выходят во взрослые. И, ну, не может же быть, чтобы в юниорах бесконечно был тоже такой поток огромный. Все-таки Виктория и чуть-чуть Виктор бывает, да, год проседает, всего что-то. лишь вместе катаются. Что-то проседает иногда, но зато взрослые вот классно катаются, да, там и Все еще получится у ребят. Виктория Эти Ильина, Артемьев, Виктор там три пары Потапов классные, за Артемьев, короткую Брюханов программу и набирают тех, кого уже перечислил. 55,52 Эти ошибки пойдут балла. впрок, сейчас если Виктор делать Ильин, из них Виктор выводы. Потапов. Виктор и занимает 9 их место. баллы только 9 место. Да, к сожалению, 55 последнее. баллов. Пока что. Короткую программу представляют Полина Сажина, Алексей Полина Белкин. Сажина и Москва. Алексей Белкин на льду. Спортсмены будут кататься под композицию In the End в конце. Melon G, Profit, Fleury. Это такая очень цепляющая короткая программа, благодаря тем образом, которые они создают на льду. It starts with one. So watch you One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of the time when in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, but you didn't even know. Wasted it all just to watch you go. I count everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. Очень такая спортивная пара, в хорошем смысле этого слова, атлетичная, крепкая, и Полина всегда с такой Сажина, энергией, Алексей какой-то Белкин. даже такой спортивной злостью они выступают, особенно Полина, такая бойкая партнерша. Но вот сегодня какой-то разнобой был, да, немножко в выступлении? Да, начали-то здорово, ребята. Начали вообще потрясающе. Подстать своим однокашникам, скажем так, из их команды. То есть как раз эти две последние пары из этого тренерского штаба и откатали похуже, чем все остальные. Потому что сейчас первые, 3-4 места занимают ребята из этого штаба, да.
Ковязина-Мохов, к сожалению, с бабочкой на подкрутке улетели довольно далеко. Но от этой пары тоже мы ждали классного катания, потому что очень интересные ребята. Тоже вообще всего ничего вместе катаются, меньше сезона, меньше года. В августе, по-моему, они встали в пару, и уже такие успехи. Хорошая подкрутка, 4-й уровень сложности. Выброс учит пока еще бывшая одиночница все-таки Полина, но тоже вот классно сделано. Это вообще лучший прыжок за сегодня. Посмотрите, раз и сразу ногу ловит еще и согнутой рукой партнер. Да, То один есть из это моих говорит о любимых том, элементов. насколько близко друг к другу ребята прыгают. И это только с августа месяца они вместе катаются. То есть я каждый репортаж отмечаю этот двойной аксель, потому что это действительно уникальное исполнение. Это то, как это должно быть у настоящих мастеров. Не каждый взрослый спортсмен так здорово делает. Казалось бы, все хорошо, и поддержка здорово 4-го уровня, Тодос 4-го уровня, но вот с параллельным вращением просто глупейшая какая-то ошибка. Начал терять ось вращения Леша и потерял совсем позицию. То есть хорошо, что не бросили вращаться. После смены ноги все доделали, но это только уровень 2, и, конечно, он еще и будет отминусован судьями. Потому что мы вращения практически потеряли тоже ребята. То есть это одни вращения практически потеряли. Хорошо не 0, другие подкрут. Вот за голову хватается Алексей. И я, честно говоря, когда ребята катались, и это произошло, тоже за голову схватился, как и после подкрутки Ковязиной Моховой. Ну, сейчас мы говорим о Сажине и Белкине. И я думаю, что в тройку призеров им сложно будет ворваться. Но я думаю, что это должна быть все равно сильнейшей разминкой. 4-ка. Полина Сажина, Алексей Белкин Это за так. короткую программу набирают 63,7 балла. И они набирают на 4 балла меньше с половиной, чем Гусева и Овчинников. На данный момент занимают 4-е место. Но впереди еще 2 пары, поэтому Да, еще сложно будет целых ребятам с 2 такими пары. оценками, конечно, Соревнования в претендовать короткой на сильнейшую программе группу. продолжают Амелия Расстройство. Шейхметова и Сегодня Мартин такие соревнования Бреславский, непростые. Москва. Нерв витает прямо на Огарев-арене. И все это чувствуется в каждом выступлении. Но кто-то справляется, а кто-то, видите, нет. Амелия Шейхметова и Мартин Бреславский. Спортсмены с оригинальной компоновкой элементов в своей короткой программе. Единственные, кто начинают не с подкрута, а с Тодоса, а потом дорожки шагов. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
Много-много раз за сегодняшний день разные спортсмены хватались за голову после своих прокатов. Пришлось это сделать и Амелии Шаяхметовой. Да, ошибки были. Очень Амелия интересная Шаяхметова, постановка Мартин и Бреславский. выбор музыки такой для российской пары оригинальный. И в то же время компоновка элементов, я уже отмечал это по ходу сезона, не как у всех. То есть там у них первым элементом Тодос, потом дорожка, только потом подкрут. Но очень юная девочка, то есть у них 5 лет разница с партнером. Это очень как-то так заметно для меня, потому что ну совсем она такая прям малышка и взрослый такой же уверенный в себе Мартин. Хорошо друг к другу в целом по антропометрии подходят. Где-то чуть-чуть вот мастерства девочки, особенно в подаче, вот в артистизме добавить, и улыбаться. Ну, такая милая мордашка, и хочется, конечно, больше вот здесь вот где-то улыбочки добавить. Ну, здесь-то как раз у них они здесь понятно, серьезную здесь дуэль серьезно. Ну, когда играют. танец начинается, Да. меняется музыка, там прям просится. Просится. Потому что Мартин прям актерски здорово отыгрывает. К сожалению, и по уровням не очень все. То есть, если с подкруткой все в порядке, там уровень 4, то дорожка только первый. И вот двойной аксель, он уже там совсем в конце программы стоит 4-м элементом. Ну, тут всего 7 их. То есть в середине программы, скажем так. И он так немножко без выезда был выполнен, поэтому не очень плюсован. Вот с поддержкой, к сожалению, вот то, что мы говорили о согнутых локтях, вот, пожалуйста, это здесь наглядный Ну, абсолютно ничего. пример. И Поддержка засчитана. ну вот в этом и разница судейства. То есть каким-то парам за такие ошибки, хотя в этом сезоне тоже уже обнуляли поддержку этой паре, это прям у них проблема получается в сезоне. То есть это уже второй раз, но здесь второй уровень и засчитана в целом поддержка, а на предыдущем старте 0 за точно такую же ошибку. То есть я эту, ну, тебе сказал в закатном прокате, говорю, опять вот это опять Амелия вот это Шаяхметова, Мартин качание Бреславский партнерши за вверх-вниз, и короткую это программу набирают не допускается. Но 55,56 мы видим, что и балла. на оценках это На тоже данный серьезно момент отражается. Амелия и Плюс еще Мартин степ-аут на занимают выбросе. 10-е место. Скромные баллы, и, к сожалению, этот яркий дуэт тоже только, наверное, в первой разминке Соревнования мы в увидим короткой завтра. программе завершают София Ну, а в Диана завершении Казинц и соревнований Александр выступление- Брикей, Санкт-Петербург. И вот она интрига, смогут Да. ли вмешаться они вот в эту междуусобную борьбу группы Тарасова, потому что тоже дуэт достойный, и достойный не только быть в сильнейшей разминке, а и медалей любого достоинства. Смотрим. Казинц Бригей, Санкт-Петербург. Школа Москвиной. And the bass keeps running, running, and 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 running, running, and. In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. So lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Just keep running, running, and 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 running, running. Come on, y'all. Let's get it. Let's get it. And while I get it. Let's get it. And while I get it. Let's get it. Let's get ill, that's the deal. At the gate, we'll bring the bug top drills. Lose your mind, this is the time. You can't stand still, just bang your spine. Bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. Come them now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started.
Ну и что ж, вот такая вот да, композиция. Композиция Let's Get It прекрасная. Started Да, да. превращается в Let's Get It Finished, потому что это последний танцевальный... Ой, какой танцевальный? Ну, Что такой, я себе ну, говорю? потому что так классно они танцевали в Да, этой да. программе. Что Она, я даже пожалуй, самая оговорился. современная, самая вот движушная в этом отношении. Спортивную самая пару назвал легкая. танцевальным дуэтом. Да, дожили, Максим, дожили. Ну, и тем не менее была омрачена эта прекраснейшая программа ошибкой на элементах, в частности, на выбросе тройном флипе. И это чрезвычайно грустно, и совсем этого мы не ожидали от этих спортсменов ярких. Ну, последний стартовый номер это очень непросто. То есть Испытание. это, да, это после таких еще ярких прокатов основных соперников. Я думаю, что у ребят много мыслей ненужных в голове проносилось, и казалось бы в начале программы, что они смогли это все кинуть, потому что высокий подкрут, да, он уровня только 3-го, но тем не менее двойной аксель выполнили ребята, были у них проблемы в этом сезоне на этом элементе, на этапах Гран-при. И вот выброс флип, мне кажется, чуть-чуть подзажались. Я называю это «очень хотелось», потому что вот прямо шла, она думала, вот сейчас я чисто должна сделать, и чуть-чуть не отпустила, скажем так, этот элемент, стала немножко так в жесткую ногу приземляться и перевернула, к сожалению, Софию, Диану. Софию или Диану? Софию, Диану. Долго думал, что же поставить за дорожку. Не понравилось тебе? Много было, да, грязных шагов, где-то через перетяжку были выполнены повороты сложные, поэтому только уровень 2. Я думаю, что это будет, наверное, вторая разминка все-таки завтра. Ну, посмотрим, что судьи скажут. Потому что, ну, были прокаты почище. То есть даже с учетом ошибки на вращении. За короткую программу набирают Вот по компонентам они Полину Сажину, Алексея Белкина опережают почти на 2 балла, а по элементам проигрывают и оказываются в полубале от 4-го места. Таким образом, да, действительно, вторая группа участников на завтра. А первыми будут Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Первыми, я имею в виду, в последней группе. Первый после сегодняшнего дня. Полина Шешелева, Егор Карнаухов. Блестящее выступление, прекрасный старт сегодняшнего турнира парников. Ольга Сабада, Павел Астахов вслед за ними с небольшим отставанием. И также с небольшим отставанием Таисия Гусева, Даниил Овчинников. Вот она, первая тройка из московских сплошь спортсменов. Спортсмены Тарасова, Забнина. Эта школа, конечно... Ох, Этери Георгиевна Тутберидзе руководит таким мощным коллективом, что не находится достойных слов, чтобы отразить весь блеск этого тренерского штаба по результатам соревнований в короткой программе пар на первенстве среди юниоров по фигурному катанию в Саранске 26-го года. Давайте, конечно, я быстро пробегусь и по остальным. 4-е место тот же тренерский штаб. Полина Сажина, Алексей Белкин. Нелепая ошибка на правильном вращении у Леши. И такой отрыв, который можно, в принципе, нивелировать произвольно. София Диана Касинс, Александр Бригей. Сложная задача кататься последними. Ученики Александра Смирнова из школы Тамары Москвиной. 5-е место, и разминка уже это будет 2-я. Арина Парсегова, Матвей Богданов, дебютанты. Арина Парсегова, только что завершившая выступление в одиночном катании, в парном катании на 6-й позиции, что для ребят неплохо, потому что это сборная. Пока на сегодняшний день, на день коротких программ. 7-е место. Кира Доможирова, Илья Вигера. Это первое разочарование сегодняшнего дня. И Зоя Ковязина, Артемий Мохов 2-е. Это 2 пары, которые должны были быть и в сильнейшей разминке, либо в разминке близкой к этому, а оказались довольно-таки далеко и тоже будут кататься в разминке 2-й. И первая разминка тем, кому сегодня не очень повезло в короткой программе, не хватило им умения, может быть, везения, ошибки были допущены. И Анастасия Высоцкая, Петр Алексеенко, 9-е место. 10-е Юлия Филимонова, Илья Пыльнев. Это Сочи, Краснодарский край. Вот такая у нас география. Амелия Шейхметова, Мартин Бреславский.
с классной, интересной, короткой программой, но только на 11 месте, много широковатостей. Вот и они на наших экранах. Ну и, конечно, Виктория Двинина, Виктор Потапов. Для Перми непривычное последнее место. Будем желать им удачи в произвольной программе. Таков итог соревнований в короткой программе у спортивных пар на первенстве России в Саранске. Мы на сегодня заканчиваем наш репортаж, отпускаем уставшего от фигурного катания Василия Соловьева. Ничего подобного. Я только Разогрелся. Разогрелся, Значит, да. не Поэтому уставшего, только завтра разогревшегося жду тебя на за фигурном час до катании. начала трансляции. Будем Обязательно буду готовиться. здесь, в Останкино, для вас комментировать спортивные пары, согнутые локти, выпрямленные колени и все, что нам покажут наши парники. Но лучше кататься чисто. Чистое катание я люблю комментировать гораздо больше, чем разбирать чьи-то ошибки. Большое спасибо, что были весь этот долгий день на Первом канале с нами, с Василием Соловьевым, с Анной Щербаковой и с вашим покорным слугой Максимом Троньковым. До свидания, отдыхайте. Завтра еще один долгий, захватывающий день. Пока-пока. Спасибо.